Если вы помните, в выпуске про 10 новинок 2023 года была такая интересная модель туристического эндуро от MV Agusta Lucky Explorer Project 5.5. Так вот, в этом году китайская компания QG Motor выпускает пока у себя на рынке интересный спортбайк с этим же двигателем. Как такое может быть, спросите вы, а дело все в том, что именно китайский гигант Quanzhang, который владеет еще и Benelli, договорился с итальянцами о бартере, по которому они поставляют свой новый двигатель MV Agusta для Lucky Explorer 5.5, а взамен старейший бренд Италии оснастит будущий супербайк Benelli своим 4-цилиндровым двигателем объемом 1000 кубических сантиметров. Однако китайцы не упустили момент и установили разрекламированный итальянцем двигатель на свой новый спортбайк QG Motor Race 550, он же GS 550. Новая рядная двухцилиндровая силовая установка объемом 554 кубических сантиметра по сути является зарекомендовавшим себя 499-кубовым двигателем, который устанавливается на мотоциклах дочерней компании Benelli, такие как Lianchina 500 и TRK 502. Китайцы просто подняли его объем путем увеличения диаметра цилиндра и хода поршня. Этот двигатель очень выгоден для китайской компании, потому что он подходит под европейскую лицензию А2, и все мотоциклы, которые будут оснащаться этим двигателем и пойдут на экспорт, будут иметь те же характеристики, что MV Agusta Lucky Explorer Project 5.5, а именно 47 лошадиных сил максимальной мощности на 7500 оборотов в минуту и 51 Нм крутящего момента на 5500. Многие из вас, конечно же, скажут, что двигатель слабоват, однако на самом деле он немного мощнее, и именно такой полносильный двигатель идет на QG Motor GS 550 для местного рынка. Он выдает уже 56 лошадиных сил максимальной мощности и 54 Нм крутящего момента. Также уже анонсировано, что именно эта силовая установка будет стоять в будущем спортбайке Benelli Tornado 550. QG Motor GS 550 по заявлению производителя от 0 до сотни способен разогнаться за 3,8 секунды, а максимальная скорость около 180 км в час, что весьма неплохо, учитывая снаряженную массу в 186 кг. Увы, но это заслуга стальной рамы. Внешне новый городской спортбайк копирует знаменитого монстра скорости Panigale V4 от Ducati. Здесь в характерном стиле фары, жабры на боковом пластике, боковые отверстия в хвостовой части мотоцикла и даже винглеты тоже здесь есть. Ну а чтобы совсем походить на итальянца, китайцы не поскупились и сделали легкосплавный консольный маятник, который открывает вид на довольно симпатичный диск с правой стороны. Осталось только выпустить этот байк в соответствующем красном цвете. В общем, кто бы что ни говорил, но для бюджетного мотоцикла стоимостью 36 тысяч юаней, это 5300 долларов или примерно 400 тысяч рублей, вид у него просто шикарный. Я думаю, у многих сразу же возник вопрос, а сколько он будет стоить, если его самостоятельно притащить из Китая. Честно говоря, мне тоже очень интересно.
Несмотря на агрессивную внешность, как у всех китайских спортбайков, посадка на QG Motor GS550 совсем не радикальная и очень близкая к Honda CBR 500R. Подвеска мотоцикла, как водится, состоит из компонентов Каяба. Это регулируемая перевернутая вилка и моноамортизатор сзади. Тормозная система от премиального производителя Brembo. Два тормозных диска с четырехпоршневыми суппортами спереди и один диск с однопоршневым суппортом сзади. ABS уже в базе, как и полное светодиодное освещение и цветной TFT-дисплей. Конкретно QG Motor GS550 будет продаваться только в Китае, а в Европу пойдет, скорее всего, будущий Benelli Tornado 550.